Это обзор второй версии моего тюнинга Bajaj Boxer. Я этот видео снимаю после того, как я этот конфиг обкатал, проехав на дальнике 7000 километров до Дагестана и назад. Предыдущий тюнинг имел свои недостатки, поэтому они были по максимуму по возможности устранены. Изменений не так-то и много, но как бы они есть, и предыдущая версия уже не жива, то есть она канула в лету, и был сделан новый тюнинг, чтобы устранить все недостатки предыдущего тюнинга. Ну что, начнем по порядку, переда до зада. Первое, что бросается в глаза по сравнению с предыдущей версией, это наконец-то я поменял щиток. Новый щиток поставил от Minsk D4-125, встал. Чуть-чуть, конечно, с изъянами, но встал и встал. Также к щитку был приколхожен на герметик брызговичок. И все, в принципе. Теперь проблем нет. Выглядит красиво. Цвет подобрал. Просто синий щиток в синий Bajaj Boxer. И все, встал. Далее, это ветровичок. Предыдущий ветровик мне не нравился тем, что он был треснут, потому что я в дальних зеленцах упал. И его повредил. А также то, что он дул в плечи. То есть он обтекал воздух и ровненько мне фигачил в левое и в правое плечо. То есть как бы центр нормальный, а в плечи фигачило. И в итоге, когда плюс 10 градусов, если долго ехать, реально промерзают плечи. Поэтому для решения этого вопроса был приобретен лист поликарбоната. Взят предыдущий ветровик, просто на 6 сантиметров ровненько расширен и сделан. К сожалению, получилось как получилось, даже не знаю, красиво, некрасиво, вот эти вот мне не нравятся, но я его делал по наитию, как-то без чертежей, и как бы один раз отрезал, и все, уже как бы все, второго листа поликарбоната нет, поэтому пришлось оставить так, потому что я еще очень срочно собирался в поездку в Дагестан, то есть вариантов переделывать не было, поэтому как получилось, так получилось. Что было сделано по ветровику? То есть остались те же самые крепления, те же самые точки. Был убран, у меня тут был еще второй ветровичок, потому что он не надо. Я ровно на его длину расширил этот ветровик. И мои суперкрепления ветровика были развернуты в обратную сторону, чтобы здесь было побольше места. И сразу визуально получилось очень широко. И мне это нравится. Но поставив так ветровик, я не учел один нюанс, то что он, блин, криво встал. Но поскольку я очень сильно торопился, мне пришлось, ну вот видно, что он криво стоит. Мне пришлось, короче, оставить как есть. Полубашой какой интересный факт, то есть стекло получается оно плоское, то есть абсолютно ровное. А желательно, чтобы оно было как бы чуть-чуть выпукло вогнутое, чтобы, ну, соответственно, воздух обдувался. Соответственно, я его тут натянул, оно уперлось сюда. Здесь вот оно чуть-чуть как бы пошло в дугу. А в остальном оно получилось прямое. Поэтому, как мне кажется, аэродинамика немножко пострадала. Но ничего страшного, я с этим конфигом 7000 отъехал. И все нормально, все хорошо. В плечи не дуло, в голову не дуло. Вообще был кайф. Далее переходим к моей защите рук. Это защита рук от Урала с Валберис. В чем был недостаток предыдущей защиты рук? То, что она была маленькая, и она сужалась вот так вот. Ну, то есть к краю. То есть получается, когда руку я сюда вот засовывал, мне реально пришлось как какую-то нору засовывать, я не мог там даже пальцы распрямить. Поэтому я купил защиту рук побольше, чтобы можно было раскреплять пальцы, чтобы я мог руку вот так положить по-разному. Вот это вот крепление я вначале планировал закрасить. Это, короче, от холодильника Саратов ручка. Там такая была. Но в итоге я решил ее полирнуть, и она отлично отполировалась, красиво смотрится. Вот, далее были приколхожены новые вот эти вот крепления. Ну, как бы сделал и сделал. И после того, как я все сделал, и поскольку я очень торопился в Дагестан, когда я вышел на улицу, что получилось? Опачки, смотрим внимательно и видим, что один лопух у меня смотрит вверх, ну, прямо, а второй лопух смотрит вниз. Но поскольку я очень торопился, решил оставить и нормально отъездила. Вот если не обращать внимания, то есть такая точность тут как бы не нужна, никакой разницы, что так, потому что они большие, я мог засунуть руки как надо. А получилось все так, потому что здесь я завел защиту рук за рычаг сцепления, а здесь я его
просто, ну, отвел, потому что здесь так его не завести, потому что мешает бачок с тормозной жидкостью. И все, так и получилось, что он теперь по-разному. Я вот даже не знаю, переделывать, не переделывать. Столько я отъездил, ну, видно, что они кривоватые. Один туды, другой сюды. Поэтому пока что оставляю так. Из интересного, я когда ездил в дальние Зеленцы, я себе руль погнул. В итоге я так торопился в Дагестан, и я в итоге руль не поменял. То есть у меня руль до сих пор кривой. То есть, если внимательно посмотреть, он вот так вот направо валится. Вот, какие недостатки еще вывелось. Когда я снимал свои предыдущие видео про поездки в дальние Зеленцы, у меня были такие вот прогоны, где как бы я лечу над асфальтом, ну и на ускорениях. И, соответственно, сейчас такое не снять, потому что если я ставлю камеру туда, куда вот у меня мое крепление на это вот, на прогоны, у меня получается закрывается. Поэтому, когда я поехал в Дагестан, я не снял ни одного видосика про то, как я лечу над асфальтом, скажем так. Установил дополнительный свет с Алиэкспресс за 60 баксов. Поставил и, ну, первый раз поставил я их на родные крепления. То есть здесь были такие специальные обхватики. И выяснилось, что, оказывается, линза имеет направление в горизонт. Когда я ставлю вот эту штуку вот так на бок, потому что она только сюда и становится, то есть чуть-чуть на бок, потому что вот эта вот дуга, она не совсем прямая. Когда я ставил их на бок, получается, линза сворачивалась вот так и светила часть в небо, часть в асфальт. Короче, пришлось брать жесточайше, варить прямо крепление к дуге и ровненько их ставить. Возможно, я всю дорогу думал, что их может перевернуть, то есть не чтобы вверх стояли, а чтобы вниз так вот стояли, потому что они по факту немножко слепят людей. Но так руки не дошли в дороге, поэтому оставляю так. Уже до следующего года. Поскольку я чуть-чуть проморгал, я не сообразил, что надо их ставить от зажигания, чтобы при выключенном зажигании нельзя было включить, поэтому у меня их можно включить, короче. Опс, вот и светит. Довольно-таки ярко. Сейчас, ах, все, я ослеп. Как на сварку посмотрел. Светит, короче, одна лямпочка светит лучше, чем мой головной свет. Вот. Ну, соответственно, лямпочку в головном свете я заменил перед дорогой. Идем по этой стороне. В принципе, здесь без изменений. Кофры так и были, так и остались. Крепежки так и остались. Как я перевожу тапочки свои, потому что места мало. Приходится тапочки просто вот привешивать. Ветровичок, дождевичок тоже привешиваю. Эта штука тоже осталась без изменений. Что поменялось? А поменялся это мой кофр. Короче, прошлый кофр, он был очень тяжелый. То есть он был чуть-чуть больше по ширине, но чуть уже по высоте. Тяжелый был, потому что он просто из более толстого пластика сделан. И он еще стоял на специальной плите. Ну, такая плита под кофр, под крепление кофра. Это тоже доставало вес. В итоге я поставил вот этот кофр. Это легендарный мой кофр. Короче, я в одной белорусской заброшенной полуживой деревне зашел в какой-то старый сарай заброшенного дома и увидел этот кофр. Он использовался как насест для носки курей. То есть просто он был разломан пополам. В каждой половинке была положена солома и гвоздями прибита к стене. В итоге там неслись куры некоторое количество лет. Вот так вот. А я его взял, купил замочек новенький и сделал. Короче, он весь был, конечно, треснутый. Я его эпоксидочкой заклеил, замазал. Вот он тут весь замазанный, перемазанный. И здесь тоже весь заделанный. И нормально он у меня отъездил. Он намного легче предыдущего кофра. И я его закрепил напрямую. Соответственно, у меня получился меньше вес. Где-то килограмма 2 сзади я точно скинул. То есть вот он, видно, как он. Тут гвоздик, тут гвоздик. И еще, наверное, с обратной стороны. Да, и с обратной стороны еще гвоздики. Я вот эту штуку перешил. То есть она была чуть потолще, чтобы у меня было больше места для спины. Оказалось, что зря я это сделал, потому что вибрация все-таки какая-то она жесткая получилась. И все-таки доходили. Под седло я поставил, я вырезал кусок баджаджевского седла и поставил гель. Вот такой вот, пластинку. И чуть-чуть еще и сюда вот наложил поролона специального для седла, чтобы у меня вот здесь вот было как бы чуть-чуть это, ну как сказать, бугорок, чтобы на бак не съезжать, если что. Из интересного, что произошло, когда я ездил в Дагестан в этой конфигурации, как бы связано, не связано с этим. У меня открутился мотор.
просто в какой-то момент я замечаю странные вибрации. Ну и так, короче, день проехал. Что, мне останавливается, что ли? Вроде ж едет. Оказывается, у меня вот эти вот два болта крепления мотора выкрутилось нафиг. И просто отвалилось и вывалилось. Все. И я их не видел. Но хорошо, что я проезжал мимо крупного города. Я просто зашел в строительный магазин, купил два болта, как говорится, пальцометром рассчитал длину, чуть-чуть выше, длиннее оказалось. Ну пофиг, я их, короче, так и поставил. Из интересного. Пока по дороге в Дагестан у меня открутился вот эта вот срань, включение прогревочных оборотов. То есть вот этот вот болтик, он у меня просто открутился, и мне пришлось его за лентой прикрутить, чтобы просто рычаг не потерять. Да, хочется отметить еще по расходу топлива. То есть я ехал в полный газ по этим здоровущим перегонам по 600 там, километров в день. Газ в пол, полностью газ в пол. Вот как нажал на газ в пол, так и ехал. И расход у меня получался, это просто ужас, почти 5 литров. Может, чуть-чуть меньше. То есть на максимальном газе, в полной нагрузке, в полном весе, он ест у меня 5 литров. А если ехать спокойно, то есть, ну, типа как в городском режиме, либо просто как по горам, где там, ну, эти вот эти дорожки петляющие, виляющие, там получается расход около 3. Возможно, расход у меня такой, потому что я выкрутил винт качества топлива на 3,5 оборота. Потому что я заметил, что вот когда он выкручен на 3,5 оборота, он самое оптимально соотношение скорость, разгон, тяга. Ну, то есть в нем нету такого, что когда вот бывает, как в предыдущем настройке карбюратора, едешь на полный газ, получается, что как бы на полный газ он как бы подтупливает, а когда газ чуть-чуть отпускаешь, он как бы начинает, ну, в разгон вести. Это значит, что ему на полном газу или не хватало топлива, или переливало. Но экспериментальным путем вычислено, что ему все-таки не хватало топлива. Поэтому 3,5 оборота, и мне топлива хватает. Да, из интересного еще я не рассказал. Однажды я, когда пытался штурмануть одну гору, я под нее, вот такая вот гора просто в небо. Я, короче, под нее-то заехал на середину. И потом мне не хватило тяги. В итоге его у меня потащило назад. Я зажал передний тормоз, его все равно тащит назад. Задний зажал, все равно тащит назад. И в итоге он у меня лег на гору, на правую сторону. И у меня нафиг тут все поцарапано, покореблено, побито. Еще я здесь загнул свою трубчелочку. Здесь, короче, правая сторона поцарапалась. Кстати, теперь как он ведет себя в горах. На высоте 2-2,5 километров у него пропадает тяга. Как это ни странно звучит, как я понимаю, из-за недостатка кислорода топливо полностью не сгорает и его как будто переливает. И в итоге приходится реально на первой, на второй передаче. Ну, то есть оно можно, если по ровной плоскости, оно на любой передаче можно ехать, даже не заметишь. Но именно когда нужна тяга, то есть на такой высоте, я бы сказал, где-то на высоте вот до километра никаких изменений, там ближе к 2 километрам высоты пропадает тяга. Ну, ехать можно, включаешь первую передачу и смалишь, да и все. То есть прям колом он не вставал. Ну, никогда. Также перед поездкой была установлена индийская цепь фирмы Rollson и оригинальная 15-зубовая звезда. Соответственно, когда я ездил на Кольский, у меня цепь убилась, блин, за пару сотен километров. То есть я ее как-то перетянул, потом на кочке жахнулся. И, соответственно, я всю дорогу чувствую это вук-вук-вук-вук-вук-вук. И в итоге звезду у меня нафиг съела через 2000 километров. Ну, короче, я думал, что цепи тут не живут на этом мотоцикле. В эту поездку я поставил новую заднюю звезду, новую переднюю звезду 15-зубовую, поставил новую цепь. В итоге, когда я менял звезду 15 на 14 для гор, я посмотрел, мне почти не было износа. То есть за 2500 километров, или там ближе к 3, пока я доехал до гор, у меня она почти не износилась. В итоге я эту же звезду вернул назад, только перевернул и еще доехал до дома. И никаких проблем с цепью. Это удивительная цепь Rollson. Всем рекомендую покупать цепь Rollson на Bajaj, на официальном сайте bajajonline.ru. Очень хорошие цепи. Ну, звезда, естественно, должна быть оригинальная. Также перед въездом в горы, скажем так, я поставил ему 14-ю звезду переднюю. И всю свою поездку по горам я оттарабанил на 14-й звезде. Всем рекомендую, это просто божественно. То есть в горах реально на 14-й звезде надо меньше переключаться. То есть там, где, ну, более-менее, ну, длинные дороги, где не такие
резкие повороты. Я просто ехал на 5-й. То есть, хотя вот если бы стояла 15 звезда, мне пришлось 5-й переключаться на 4-ю, на 3-ю, а здесь он тянул на 5-й. Соответственно, по горам на 2500 километров я ездил тоже на 14-й звезде. То есть все горы оторбанил на 14-й. Это прям то, что надо. Тяги хватало, всего хватало, скорости хватало. Как говорится, спустился с гор, поставил 15-ю и поехал дальше. Ну, естественно, в дороге поменял масло один раз. Опачки, готово. Так, что у нас тут по износу? Тоже на индийское. Тоже классно на нем едет. И вообще отлично. Как только я отъехал от дома на 30 километров, у меня сдох тросик спидометра. То есть этот гад 12 тысяч отъездил. И как только я собрался ехать на дальняк на 7000, он решил отхлебнуть. В итоге я всю дорогу проехал без троса спидометра и без отображения скорости. Скорость я смотрел по навигатору, который у меня вот здесь висел. То есть, в принципе, терпимо. И да, в нем сейчас пробег примерно, ну, будем считать, что 19 тысяч километров. И, в принципе, все хорошо, но мне кажется, у меня начала греметь цепь ГРМ. То есть сейчас я ее, ну, то есть если завести не услышим, потому что масло еще холодное. Но по факту она после того, как проедешь целый час на полный газ, ну, потом, когда останавливаешься, она гремит. Походу придется лезть в ГРМ. Ну, я думаю, там тоже ничего страшного. Кстати, клапана я тоже регулировал перед поездкой 2 раза. Здесь зазоры на клапанах уменьшаются. То есть, видимо, он как-то прихлопывается и уменьшается. Тоже регулируется. Там, за 2 минуты даже бак снимать не надо. И еще по цепи. То есть, чем я ее, в принципе, смазываю? То есть, мне кажется, в чем секрет такого успешного жизни цепи, что она за 7000 цепь без сальников. Ну, в кожах, естественно, это тоже большую роль играет. Но выжила, и еще на ней хрен знает сколько можно проехать километров. Это потому, что я нашел идеальную смазку для этой цепи. Вообще идеальную смазку для всего путешествия. В предыдущем своем путешествии на Кольский полуостров, то есть я смазал цепь, ну, просто моторным маслом. То есть я просто взял, какое у меня было моторное масло, налил ее в свою масленочку, которую я закрепил вот сюда, и просто поехал, короче, так. Но она как бы, масло это, оно было слишком жидкое. Я решил купить трансмиссионный. И, короче, по ошибке, я думаю, куплю литр самой дешевой трансмиссионки, все равно поверху мазать. Я купил не то масло, которое я хотел. Оказалось, я купил масло трансмиссионное ТАТ-17. Но оказалось, оно так хорошо мажет цепь, оно такое густое прямо вот. Его просто выливаешь на цепь, оно просто ее обволакивает и хватает реально на 600 километров. То есть через 600 километров я смотрю в эту гребаную дырку. А цепь у меня, вот эти вот звенья, они не блестящие, они такие темненькие. В итоге я каждое утро, в каждый день, то есть у меня путешествие длилось 13 дней, я просто смазывал эту цепь, наливал туда масло не жалеючи, и все, и ехал. И в итоге цепочка живет, звезда живет, все живет. И звезду не съедает. Потому что в предыдущем путешествии на Кольск у меня звезду нахер съела. У меня была городская версия, я хотел снять на нее обзор, но я забыл про него. Просто забыл снять. Короче, городская версия этого баджаджа подразумевает то, что я нахер вот эти кофры, нахер вот эти крепления, нахер, и остается только вот этот кофр. И все. И готова городская версия, облегченная, потому что на ежедневный повседнев хватает просто одного кофра. То есть у меня баджадж получился максимально универсальным, он очень, кстати, удобный по городу. Просто, ну просто божественно. Я просто кайфую от того, что у меня новый мотоцикл. Я его новый купил. И то, что он офигенно ездит и для города. И расход по городу у него, наверное, литра 2,5 вообще. Потому что по городу я же не на полный газ езжу. То есть не груженный, то есть он прекрасно ездит. Можно еще и вдвоем кататься на нем. Потому что у меня сейчас, когда оставится кофр, у меня туда подножки не влазит. Я их просто снял, чтобы лишний вес не возить. Да, и пока я ездил по городу, у меня начал отхлебывать левый поворотник. Он то работает, не работает. Вот рулем пошевелишь, и он работает. В итоге я искал проблему, искал, так и не нашел. Я разбирал эту фару, там как-то прозванивал провода. В итоге он просто заработал. То есть там либо контакта не хватало, либо еще какое-то срание. Заработал и заработал. Всю дорогу вот за дальняк в Дагестан у меня все время работал. Значит, будем считать, что режим самовосстановления сработал. Также у меня перегорела лампочка. Удивительно. За 12 тысяч километров у меня перегорела задняя лампочка.
Поставил новую лампочку, она почему-то проработала день и снова сгорела. Я думаю, вот, блин, наверное, все-таки у меня проблема по электрике. Поставил новую лампочку, то есть в день выезда я такой собираюсь, уже все, стартую. Сажусь на него, думаю, дай-ка я обход сделаю. Завожу его, смотрю, задняя лямпочка не горит. Офигеть, спасибо большое тебе, Bajaj, что так мне все испортил. Но поскольку не была вторая лампочка, я поставил вторую лампочку и все заработало. То есть, возможно, причина была действительно в лампочке. Некачественно установлена, а предыдущая лампочка просто сгорела. Да, также у меня перегорели лампочки спидометра. То есть я туда просто вставил лампочку. Ну, она просто вставляется и все. Кстати, интересная ситуация по лампочкам. То есть в спидометре должна быть лампочка на 3,4 ватта. Но мне удалось купить только на 5 ватт. Вставил 5 ватт, и нормально отработал. Также у меня во время путешествия перегорела лампочка уровня топлива. То есть вот этот спидометр, вот эта часть, она не подсвечивается. То есть тоже надо поменять, но тоже не критично. В остальном все нормуль. Приехал, отъехал, отдохнул. Баджаджик становится теперь на прикол уже до следующего года, потому что уже, кстати, так-то, кстати, уже сколько там? 29 сентября. Уезжал, когда было, ну, как летом. Приехал в настоящее лето. В Дербенте там вообще пальмы с фикусами растут. Ну и вот вернулся. Баджаджик послужил, все свои бабки отработал. Надежный мотоцикл, не подвел. Сгонял в 2 дальника. Тут еще в 3 сгонять. Единственное, резину уже надо менять. И все, и просто газ в пол и пошел. Ну, в принципе, вот такой получился тюнинг моего Bajaj боксера. Такой получился обзор. Ссылки на все барахло я оставлю в комментариях.